Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, я попал в отборочный турнир, вот этот вот саммит битвы. Ну, как отборочный турнир? Очки зарабатывают для того, чтобы попасть как-то в этот список топ-32 человека, которые потом пойдут на турнир. Но это, я думаю, невозможно. Мне аж интересно, знаете, если я выиграю эту игру, ну или хотя бы зайду в топ-2, в топ-3, мне посмотреть, сколько мне дадут очков, и на каком месте я по итогу в этом списке буду. Я думаю, там, наверное, в самых-самых низах. Я уже не первый раз попадаюсь на вот эту вот саммит-битву, но у меня не получалось выиграть эту саммит-битву, потому что я там пытался панды записывать, ну всякую, короче, как обычно, страдал хренью. И вот, знаете, сразу у вас, если возникнет вопрос, почему я не участвую на турнире и тому подобное, то ответ максимально простой. Я более чем уверен, что тут надо игр 10 играть в день для того, чтобы зайти в топ-32. Если кто-то заходил в топ-32, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько игр в день вы играли для того, чтобы зайти в топ-32. Мне очень интересно, сколько игр вы играли. И у меня, к сожалению, нет столько свободного времени, чтобы пробовать попасть даже в этот турнир. Ну, реально надо прям задротить в эту игру и забыть за всю свою личную жизнь вообще. И что у тебя вокруг там происходит. Забыть за работу, за сон и тому подобное. Ладно, перед тем, как, знаете, тут сейчас все вот это вот пойдет, присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, но кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Ну и не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в комментариях под видео и в описании под видео. Так, начну с того, что я хочу попробовать здесь реализовать драконов. Надеюсь, у меня это получится. Вот тут даже у меня с третьего раунда халявные роллы получаются. Почему я вот решил драконов реализовать? Потому что я сейчас посмотрел, там есть обалденные легендарки, с помощью которых можно на драконах прям вот так вот шедеврально катнуть. Плюс мне хотелось бы попробовать закерить ДК, но я думаю, через ДК я играть не особо буду, но посмотрим, как игра пойдет. Если игра будет хорошо идти, то, соответственно, буду играть через ДК. Если игра будет плохо идти, то через прокаст буду. Потому что для того, чтобы реализовать ДК, тебе прям охренеть как много, много всего тебе надо для того, чтобы реализовать этого гребаного ДК. Старт у меня, кстати, более-менее хороший. Мне нравится. Я беру ману плюс 50 сразу. Вот. Так, а эти предметы вот так сделаю. И ману отдам Тинкера. Вот, вижу, там есть мой любимый Дизраптор, есть Тайдуха, есть Джакира. Ну, а дальше посмотрим, может, я вообще в уровень там пойду, и я там такое чудить начну. Хотя, ну, знаете вообще, почему я вот решил именно сейчас вот попробовать дракона все-таки записать? Потому что давно на канале не было дракончиков, давно. Было куча игр, но без драконов. Поэтому я думаю, пора как бы немножко это исправить, да? Поэтому, надеюсь, у меня все получится. Я вот в новой футболочке, красивый такой, правда, не бритый, но это такое. Дело третье. Побреюсь чуть попозже. Так я выгляжу брутально. Так, ребята, руки на стол. Руки на стол. Сразу говорю. Я понимаю. Но руки на стол. Кстати, хочу сразу вам сказать, ребята, огромнейшее спасибо за то, что написали под предыдущим роликом, что у меня микрофон шипел и репел. Я, честно, перед тем, как всегда садиться записывать, я проверяю, как звучит микрофон. Вот, я слушаю его, такой думаю, ну, в принципе, все, я там поговорил, пару скороговорок сказал, смотрю, ничего не репит, ничего не шипит, все, можно пробовать записывать, играть, все дела. Что происходит? Похоже, из-за того, что у меня есть маленькое пушистое чудо, которое лазит у меня под компом постоянно лазит в этих гребаных проводах, надо что-то придумать с этими проводами, потому что она каждый раз их задевает. И, скорее всего, в момент, когда я сидел полностью погруженный в игре, все такое, она там, знаете, своими пушистыми делами занялась и задела, походу, провод. И из-за этого у меня стал микрофон репеть. Поэтому извиняюсь, ребят, заранее за это. С этим я ничего сделать не могу. Мне еще кажется, что это, скорее всего, USB выделываются. Не сам вход, а именно вот этот вот штекер, который там в адаптер всовывается и в USB вход всовывается. Ну, вы поняли, короче. Мне надо будет получить зарплату и купить провод USB Type-C to Type-C. Я думаю, тогда проблема эта исчезнет, потому что у меня сейчас идет, получается, USB-A к Type-C. Вот так вот. То есть в микрофон входит Type-C, а в компьютер входит в USB. А надо сделать Type-C, Type-C. Короче, не заморачивайтесь. Пофикшу этот момент, но спасибо за то, что обращаете на это внимание. И заранее извиняюсь, то, что иногда такие форс-мажорные обстоятельства происходят. Я здесь уже, как говорится, ничего сделать не могу. Задолбала это Марси.
Стоит Тинкер. А Тинкер кидает свои гребаные ракетки туда, куда не надо. Ну ладно. О, ну что за ересь. Там уже панда присумонила хитреца. Ну ладно, это хотя бы не нефритовый генерал. Я думаю, ну, надеюсь, что здесь у него не будет жесткого напада. Ребят, по поводу генерала. Я помню. Не надо мне напоминать за него. Я в процессе. Я полностью погружен в реализацию этого гребаного генерала. Вот может кто-то мне наколдовать так, чтобы мне этот генерал начал хорошо идти. Потому что я беру сколько панд, у меня то панда не падает до 30-го раунда, то мне не идет генерала, мне идет Шторм Спирит, вот эта магическая панда. И что делать, ну не получается у меня найти этого генерала нормально и адекватно. Бред. Бесит. Бесит немножко меня это. Так, вот пивная панда есть. Хорошо. О, яйцо. Вот это уже хорошо. Знаете, почему хорошо? Потому что я... Выйти из экономики или не выйти из экономики? Выйду из экономики, короче. Попробую. Почему нет? Попробуем. А вдруг повезет. Минус броню оставлю. Ну и хпшку возьму. Я думал, клевер выпадет, но я рандомить не хочу. Там какая-то дичь мне выпадет 100%. Так, смотрите. Есть здесь и ящик азарта. То, что мне яйцо рано пришло до 10 раунда, это на самом деле хорошо. Потому что если на 10 раунде мне выпадет реликвия ящик азарта, я могу попробовать какую-то топовую легендарку вытащить. Будет классно, если это будет Джекира. Если не будет Джекира, ну, что ж, помянем. И вообще, выпадет ли мне ящик азарта? Мне, кстати, подписчик Беннисон заказал один челлендж интересный. Там надо сыграть от 2 реликвий. То есть, чтобы они подряд пришли, грубо говоря, и сыграть от этих 2 реликвий. Не буду, скажем так, раскрывать все карты, но надеюсь, у меня когда-то получится это записать. Надеюсь. Потому что что-то в последнее время мне не везет. Вот есть эти 2 реликвии, но... Бог рандом решает, что они мне вообще не выпадут никогда. А если выпадут, то мне будет какая-то подлива постоянно приходить. Ну, короче. Кстати, ребят, вчера я выпустил ролик, хотя говорил о том, что, скорее всего, не будет ролика. Поэтому, кто его не смотрел, бегом смотреть. Там моя любимая девочка Марси будет. Поэтому давайте. Кто пропустил, смотрите. Обязательно. Также на выходных я планирую провести стрим, и это будет лобби с подписчиками. Все детали я напишу в телеграм-канале, соответственно, когда будет стрим, и во сколько, вот, и будет ли он вообще, потому что в последнее время какие-то там форс-мажоры появляются, непредвиденные факторы, на которые влиять я не могу. Вот бы было так, чтобы я мог на все эти факторы влиять. Вот это была бы песня. А так, грустный тромбон. Цветка идет. Что-то так хорошо мехи идут. Ну, конечно, тинкеров 2 звезды нету. Это база. Там уже моего генеральчика забрали. Окей. Я за тобой слежу. Внимательно за тобой слежу. И я надеюсь, что дальше тебе они приходить не будут. И мне так кажется, что здесь нарисуются шаманы. Но если у меня получится реализовать то, что я хочу, то по сути, мне эти шаманы вообще страшны не будут. Потому что, по факту, у меня будет такой жесткий проказ, у меня будет столько контроля, что эти шаманы, они просто с отвисшей челюстью будут сидеть, и все. А если здесь еще и Зевс будет, то вообще забей. Мне выпала мастерская бума. Ну, блин. Мне надо усиление, чуть-чуть. Вот чуть-чуть надо усиление. Тинкер 2 звезды, вот, допустим, Темный Лорд 2 звезды. И было бы вообще прекрасно, и жизнь удалась. Мне там 2 обалденные реликвии выпало. Одна мастерская бума. А вторая это реликвия талантов. Ну, я рандомить не буду. Реликвию талантов я пока что брать не буду. Да, это имба, но мне упала мастерская бума, и я лучше возьму мастерскую буму, чтобы потом подешевле предметы переделать. Поэтому здесь, в этом плане, я речу мастерскую буму намного больше. Вот. Поэтому мастерскую буму беру. Так, у чувака здесь 6 винстрик. Интересно, заберу его или нет? Пожалуйста, забери. Хочу винстрик. Хочу его винстрик. Сюда давай. Да. Хорошо, что он без хаотичного договора. Вот это я вот понимаю. Вот это вот царский подгон чисто. А что это значит? А как это? Что происходит? Я сейчас не понял. Как это работает?
Когда мне рано темный лорд приходит, он мне никогда в 2 звезды не приходит. А тут мне тут бах, с бухты-барахты выпал темный лорд 2 звезды. Кстати, я спрашивал в своих роликах по поводу Керри Кеза. Что вы думаете, стоит ли его еще раз записать или не стоит? Давайте в комментариях фидбэк пишем. Хотите увидеть Керри Кеза или не хотите увидеть Керри Кеза? Я же заговариваюсь на месте. Не, на самом деле то, что мне сейчас пришел темный лорд 2 звезды, и у меня есть обалденно жирная стенка, это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что я сейчас, скорее всего, буду даже выигрывать всех. Темный лорд — это тот герой, который, вот если он в 2 звезды довольно-таки рано пришел, это очень сильный герой. Очень сильный герой. Это как Тинкер. Только еще даже мощнее, потому что он еще и спамы может зачистить. А мне еще и панда пришла, ни хрена себе. У меня вроде бы сегодня не день рождения, а почему у меня так начинает сыпать? Да что происходит? Кто мне там подкручивает, ребята? Ну я буду вот просто к своей цели идти. Берем 10-й, начинаем ролиться, ставим драконов, выносим всех вперед ногами. Ну, либо меня выносят вперед ногами. А это уже, скажем так, побочный эффект будет. Это будет побочный эффект. Не знаю, кого я керить буду, будет в зависимости от ситуации, но если это будет дизраптор, то, соответственно, я хочу его через Аганим и, соответственно, плюс посох 3-го тира. Если получится, то мне бы хотелось, конечно, взять еще больше и выше уровень, для того, чтобы поставить себе еще и богов сверху, чтобы у меня прям дизраптор спамил, ну все спамили. Желательно, конечно, 6 богов, но если здесь будет Зевс, это будет прекрасно, я закилю Зевса. На самом деле, я давно на Зевсе не играл, потому что я его не могу собрать, он не приходит. Ты посмотри, как оно идет. Кстати, ну раз у меня такое есть усиление, то, по сути, можно халявные роллы сейчас копить. Да, я думаю, сейчас халявные роллы стоит покопить. На 15-м раунде я активирую талант на плюс 1 уровень, по сути. Шанс выпадения плюс 1 уровень. Вот. И все. И жизнь мед сказка. Начнем ролиться. И ролиться я, наверное, буду на 8. А так пока что пусть сердца полежат. И лишними они явно не будут. Вот эту вот перчатку новую первого тира я закинул в Тинкера, потому что сейчас Тинкер, он стоит 3 монетки. А там есть герои, которые стоят дороже, чем этот Тинкер 2 звезды. Поэтому 25% дополнительного урона лишними вообще не будут. Сейчас, если меня еще и... Вообще... У меня еще есть одна идея. Можно попробовать через драконий рог собирать драконов еще сверху. Ну, посмотрим. Буду от ситуации все-таки отталкиваться. Блин, вы посмотрите, как сжигает этот темный лорд просто. Устроил чисто ад на земле. ДК идет. На самом деле, я давно тоже на ДК не играл. Может попробовать как-то записать этого ДК? Тоже напишите свое мнение, что вы думаете по поводу вот Кеза и, соответственно, Керри ДК. Хотите увидеть или не хотите увидеть? Мне там, я помню, писали и в чате телеграм-канала писали о том, что типа Саня реализует обезьяну. Ну тоже, кстати, вот третье мнение. Что думаете по поводу Керри обезьяны? Угу. Будет классно. Если на 20-м раунде мне упадет хаотичный договор, это же будет вообще песня. Ну, это если, конечно, смогу продержаться с винстриком до 20-го раунда. Тогда это будет прям то, что доктор прописал. Но есть у меня малюсенькое подозрение, что так не будет. Ну, это уже, знаете, излишки профессии. Ни хрена себе! Ребят, вы сами видите. Игра мне намекает. Саня, кулон магии плюс посох 3-го тира. Реализуй. Охренеть. Сказать, что я в шоке, то все равно, что ничего не сказать. Мне просто выпал минер благодаря панде. Фу, панде. Оу, ма. Ой-ой-ой, ребятки, у меня появился план номер 2. Золотые роллы сейчас поставим. Они, конечно, не такие имбовые, как были раньше. Но если мне сейчас попадают нужные легендарки, им всем хана. Ребята,
Походу, ждет нас отличный контент в этой игре сегодня. Фу-фу-фу. Сплюнем. Надо найти волшебников и надо найти цветку. Не зря мне вот эта цветка падала, ребят. Не зря. Не зря мне все-таки цветочка реально падала. Жесткий там хитрец, кстати. Накидал мне нормально так за пазуху. А у меня еще и все михи сдохли. Ребята, я перебываюсь. Ну, извините опять за кулон магии плюс посох 3-го тира. Ну, тут вы сами понимаете. И, возможно, в этой игре я буду керить именно минера. Мне как раз было очень интересно, как будет минер себя ощущать под кулоном магии и посохом 3-го тира. Если у меня получится собрать его в 3 звезды или даже в 2 звезды плюс агоним, у него будет 6000 магического урона с одной мины. Но его жестко можно законтрить. Прям, ну, я даже думаю, как 2 пальца об асфальт его можно спокойно законтрить, потому что это все-таки способность и урон со способности. Ставим 4 морских, 60% урона тупо режется в изи. Ну и, соответственно, если шарбезный там еще будет, не дай бог, то там вообще забей. Помянем. Хитрец идет. А чем мне так сыпет, а? Так, стопе. Волшебник. Есть волшебник. Еще и огр, кстати, есть. Ух ты. А что делать? А что делать-то? Я тебя спрашиваю, что делать? Надо... Каких драконов? Ладно, ДК продам. Еще игра хочется поставить. Ну, вместо кого агра-то ставить? Вместо кого? Ладно, панду продам. Продам Эмбера, останется у меня хитрец и пивная панда. В любом случае, я их потом все равно продам, правильно же? Я думаю, я правильно сейчас поступаю. Посмотрим. Не, огр просто это лютая имба. 2 раза. 3... Ребята, огр это ни разу не имба. Запомните и никогда этого агра не собираете. Послушайте меня и не берите агра никогда. Огр только что накинул... Ну, благодаря огру темный лорд только что накинул 4 щита своих. 4. Кайф? Я думаю, кайф. Имбовый огр. Темный лорд показал только что, как надо накидывать свой щит. Да, ребятки, вспоминаем мемчик про темного лорда. Ну там не лорд, но вы поняли. Кто понял, тот поймет. Отсылочку к этому мему. Это очень жестко. Если он сейчас еще раз так сделает... Ля, точняк, я буду агра собирать здесь. Смотрите, что у меня сейчас в голову только что пришло. Собираем агра. 5 драконов. Это моментальный прокаст. А, соответственно, с помощью огра это откаты лютые. А, ну ладно. Тут я проиграл раунд, к сожалению. Обидно. Обидно. Досадно. Ну ладно. Не знаю, надо паролиться, наверное. Серьезно? Так можно было? А, так мне волшебники не нужны. Точняк. У меня же вертолет есть. Я что-то 2 волшебников покупал. Зачем покупал? Это просто от радости, ребят, мозг выключился. Понимаете? Вот это ля-ля-ля-ля, Санечка, ля-ля-ля-ля. И по итогу мозг выключился. Не, ну это очень жестко. Все, у меня есть халявные роллы. Пожалуйста, пусть мне сейчас выпадет минер. Пожалуйста. И посох 3-го тира. Сейчас посох 3-го тира дай мне. Пожалуйста. Где? Не рольнул. Наследие духа огня. Берем. В минера закидываем. Ну, я потом в минера закину. Сейчас тинкер закинул. Зачем я... Ладно. Все равно. Мамора. Сюда. Активируем Мамору. И, пожалуйста, минер. Нет, но этого молодого горячего по-любому надо было брать. По-любому. Это имба. Так, ну предметы, соответственно, в минера закидываем. Я в минера как-то... Хотя, может... Не, пусть пока что будет в темном лорде. Мне как-то темный лорд больше по душе.
Вот обидно то, что так жестко не рафанули мехов, что ты можешь всего лишь одну фигуру купить. За этот ролл. Обидно. Но там не то, чтобы ты можешь одну фигуру за этот ролл купить. Ты можешь, в принципе, заблокировать то, что тебе пришло, да? И у тебя там копится энное количество этих купонов. И с помощью этого купона ты можешь, соответственно, купить себе несколько фигур за один раунд. Но стоит ли оно того? Да хрен его знает. Тут, кстати, меня вынесли. Тут слишком жесткий хусик. Хусик с плащом пальто. Чтоб не вы... Ну вы поняли рифму, да? Волшебников вообще надо пока что оставить, потому что мне драконы нужны. Дизраптор. Что это происходит? Почему мне сейчас так сыпет? У меня же не день рождения. Почему реально так сыпет жестко? Вообще я жду, когда мне горный вождь в 2 звезды придет. Это же будет вообще развал. Все, я дальше иду в уровень. Да. Ну ладно, у него стол, по идее, будет слабее, чем у меня, но у него там 5 драконов. Вот это вот самый огромный минус. Еще и омник есть тут. Ух ты. Вот это печально, то, что здесь и омник есть, но по сути, мне на самом деле омник даже не страшен. Не страшен, потому что я же и дизраптора буду собирать, и тайдуху хочу купить, и минерчик у меня будет, поэтому дизраптор мне не страшен. Вообще ни грамма не страшен. Я плевал с высокой колокольни на этого дизраптора. Вау. Не, ну тут надо брать минера по-любому. Хоть и хочется взять МПС-ку, хочется взять тайдуху, но я беру минера и апаю вот так вот в 2 звезды. В него предметы перекидываю, и все, мы кайфуем. Горный вождь не пришел, к сожалению. Ну ладно, больно-то и хотелось, чтобы ты приходил. Но хотелось бы, конечно, МПС-очку взять. Взять МПС-очку. Арканцы получить на 3-м раунде. Ой, на 25-м раунде 3-го тира. И вообще по кайфу было бы. Не, ну пока... Ладно, я не буду говорить, чтобы не сгладить, потому что сейчас же скажу и все. Все пойдет по одному месту. Так, это драконы пришли, мой злейший враг. Чисто чел, который под копирочку играет. А у меня пожестче, потому что у меня кулончик. Сюда, винстрик. Ладно. Оставь пока себе. Это мои чаевые тебе. Дизрап. Естественно. Не, когда так приходит, у меня есть 2 яйца моих, то, соответственно, нам надо так выселяться. Мне пока нравится. Мне пока нравится. О, не, ну это жир. То, что мне так пришло, ребята, это жир. Это очень жестко. Кес. А вот это вот неприятно. Кес с кулоном. Орки с аганимом через дизраптор. Что? Я давно таких ребят не видел. Я в целом орков не видел давно. Охренеть. Так, кто это у нас? Что это у нас? Это звери, да? И что было? Души, души его! Дай ему мину в табло. Хорош! Было бы у него чуть больше скорости атаки, он бы меня снес. Но чего нет, того нет. Джекира пришел сюда. Меню. Ну, я возьму Инчу. Я в Инчу верю. Ой, Инчу. Вот Инчу. Инча головного мозга. Импрессочку возьму. Сейчас, если арканцы выпадут, будет вообще имба. Плюс я 5 монет только что поимел с нее. Кэшбэк. Жалко, конечно, я Рок Войны скипнул. Я думаю, это не будет проблемой. Надо, кстати, будет еще одну волшебницу поменять, но это чуть-чуть попозже. Там, кстати, чел поставил 5 драконов, 4 бога. Играет через инвокера. Интересно, узнает, что на инвокера не работают боги? Или не знает? Такой вот интересненький вопросик. Ребят,
Но это, это сама судьба. Серьезно, вот то, что мне сейчас так приходит, это чисто сама судьба. Омник. Тайдуха. Ну я Тайдуху беру. Тайдуха будет важнее. 100%. Сейчас, если еще парочку раундов выиграю, будет вообще имба. Я, кстати, хочу, знаете, что найти драконий рог все-таки. Попозже я попытаюсь его поискать. Нужно еще будет Агра найти. Пока что у меня тает в одну звезду, поэтому я вместо Тайдухи поставлю Агра. Мне кажется, Огра будет намного профитнее, потому что откатит пару раз способность. Там же такая будет жесть происходить, что ну его в баню. Хочу посмотреть на этого минера. Просто хочу посмотреть на этого минера под посохом. Боже, как же он сейчас будет взрывать этой миной? Единственное, что меня смущает, это вот этот вот дизраптор, у которого есть агоним. Может стан... 3 раза, кстати, дизраптор кастанул, если что. Пока 1400 урона. Ну, маловато пока что. Минер идет. Ого. 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 Апнуть не могу-то. Дай драконий рог, пожалуйста. Ну, кстати, БКБ надо брать. Беру БКБ. Чел в эгиду закинул пакт мертвецов. Понял тебя. И кого продать? Ладно, я импреску продаю, мне импреска не нужна по факту. Заблокирую пока что стол. Я надеюсь, что я раунд выиграю. Блин, Тайдуху не успел поставить. Пока думал, кого поставить, Тайдуху не успел поставить. Так, мина пошла. Аугр у меня сдох, к сожалению. Ну ладно. Ну сдох и сдох. Ого! Ничего себе там кес огромный. Просто за 2 плюхи он снес моего минера. За 2 плюхи. Охренеть. Ладно, короче. Пора продавать мехов, ставить драконов. Так, вот так, все. Вот сейчас пойдет лютая вакханалия. Сейчас такое будет происходить. Ребята, у кого есть дети, и они смотрят этот ролик вместе с вами, убирайте их от экрана. Убирайте. Бегом. Потому что сейчас будет такое происходить. Давай, Огра. Я в тебя верю. Откатывай, как не в себя. Понял? Понял. Мне так легендарки сыпятся, это просто жесть. Хочу 35-й раунд. Взять реликвию. Ой, реликвию. Да почему я хочу талант постоянно называть реликвией? Взять талант на яйца и начать жестко апать в 3 звезды легендарки. Будет очень круто, если у меня получится несколько легендарок здесь сделать в 3 звезды. У меня еще в минере посох не настакался. Можно было бы, конечно, 2 минеров поставить вместо одного огра, но мне кажется, 1 огр будет намного профитнее. Там, кстати, чел на дизрапторе довольно-таки жесткий. У него хоть и предметов мало на монореген, но они все равно есть. Инвокер мне, кстати, в эту сборку не надо. Инвокер будет слабеньким персонажем. Так, Марси. Да, держите минку. Держите. Бэмс. Маловато. Пока что маловато, к сожалению. Еще разочек. Повторение, мать учения. Бэмс. Минус Марси. Прости. Прости, Марси. Я не хотел. Честное слово. Сейчас посмотрим, что мне за реликвия упадет. Что вообще тут есть? Двойные мобы. И реликвия талантов, да? Ящик азарта, кстати, мне еще не падал. Омник пришел.
Так, ну я продам Рубика, возьму Омника, потому что если мне сейчас выпадет ящик азарта, то я буду эти легендарки перероливать, которые ко мне приходят. И я хочу попробовать сделать максимально быстро минера. В 3 звезды. Там, кстати, антимаг такой жесткий растет. Надо еще предметы на ману будет скипнуть. Хочу найти драконий рог. Я хочу драконий рог найти, чтобы убрать волшебников, во-первых. А во-вторых, больше фигур поставить под драконов. Да, это был сложный выбор, если честно. Очень сложный. Мне минер тупо сыпется. Так, Огр 2 звезды, наконец-то. Я хочу собрать когда-то Агра в 3 звезды. Когда у меня это получится сделать? Там, когда Огр в 3 звезды есть, и у вас условно 6 богов, то там забей, там такое происходит. Одного предмета все-таки не хватает. Ну и ладно. Больно-то и хотелось. ХПшка у меня есть. Сейчас мы под двойными мобами здесь устроим. Ого. Ничего себе там кес. Там огромный кес. Ему по сути не хватает только БФа. И этот кес будет больно делать. Морально. Бэмс. 3000 урона мина. Жестко? Жестко. Жду, когда он в 3 звезды соберется. Вот там будет жестко. Кстати, знаете что? Знаете что? Я, наверное, начну копить деньги и ждать 35-й раунд. На 35-й, кстати, у меня Рубик состырил скилл Дизраптора. На секундочку. Два человека играют через 5 драконов. И там был кекс. Хорошо, что я все-таки нашел БКБ. Ни грамма не жалею. Так, по такой области надо на одну клетку вперед, на всякий случай, потому что, ну, мало ли, Огр там упрыгает куда-то вперед. Он же такой у нас. Бронелоб чисто побежит вперед. Да. Хорошо, что все-таки я нашел БКБ ему. Я думаю, без БКБ было бы все иначе. 3 чела, которые играют на драконах. Да. Здорово, орк. Пока, орк. Орку тупо одна мина и все. А ну-ка, как по големам пойдет урон? По 3000 урона? Что? А что так до хрена? Нормально такой урончик только что прошел. Приемлемо. Там чел на антимаге интересно играет. 5 драконов у него стоит и керри антимаг. Нет, чтоб как мужчина, через какой-то прокаст прям лютейший. Ну когда мне хватит одного предмета? Я хочу попробовать найти драконий рог. Мне он нужен кровь из носа. Даже 2 мне надо. 2 драконьих рога. Можно будет кого-нибудь еще сюда засунуть полезного. Но, исходя из того, что я вижу, то, скорее всего, мне понадобится здесь Дум. Дум нужен. Против Кеза будет отлично работать. Просто Кезу на лицо накидывает Дум, он отхиливаться не будет, в Сталинсе стоять будет, сделать ничего не сможет. Так, а здесь Рики. Неприятно. Этот Кез меня сейчас вынесет по-любому. Да, прикиньте. Ультанул один раз и моего минера срезал. Это чисто по моим стопам, ля, как вырезает. Ты глянь. Как он режет. На. Ладно. Плохо. Я провтыкал стаки на посохе. Вот это плохо. Ладно, я ДК продам. У меня есть типа баф драконов. Мне этого достаточно будет.
Притом я хочу найти драконий рог и поставить больше полезных фигур. Под проказ драконов. Фу, мне, если честно, очень жарко. Игра такая потная. Дичайше жарко стало. Чисто, знаете, в моменте такой рычажок переключился, и все, мне в моменте стало нереально жарко. Ну, тут мне опять в любом случае кис вынесет. Вряд ли его снесу, да? Да, чисто с одной ультухи отхилился, падла. Самое больное то, что я провтыкиваю эти стаки на посохе. Это самое болючее. Цепочка. Но мне это не надо, мне... Не, ну явно мне нужен не БФ был. Опа, еще предметы. Хорошо. Мы остались втроем, у них хп нет, у меня хп есть. Ладно, берем яйца. Сжали яйца в кулак. Вот это вот хорошо. Приятненько. Ставим тайдуху. Так, Дизрыч. Тайдуха, отлично. Еще яйцо, хорошо. Дай мне минера, пожалуйста. Так, ладно, я горного вождя продам. Горного вождя в 3 звезды собирать не буду. Вот тайдуху хочу собрать. Минера. Как я буду подрывать их. Кстати, волшебников я оставил, потому что там все-таки баф морских чуть-чуть есть. Благодаря тайдухе. Я знаю то, что я мог скипнуть, но я не захотел. Еще драконеру! Сюда давай эту прикормку. От такого я не откажусь. Так, продаем этого дракона. Дай минера. Дай минера! Минера дай, говорю. Так, думчик, хорошо, пусть будет. А теперь минера дай. Вот падла. Это, ну, в принципе, можно взять АЗС взять, пригодится. Все-таки минус хп реген, плюс замедление скорости атаки. А световую сферу тебе с зимним объятиями закину. Я вообще удивлен, как чел на 3-м месте добрался до топ-3. Просто играет тупо на 6 орках. Да, у него там дизраптор, конечно, огромный. И, скорее всего, благодаря ему он и выигрывает раунды. Сейчас посмотрим. Потому что тут пришел я с Тайдухой. Тайдуха 3 раза кастанул свой стан. Просто смел его подчистую. Давай еще раз. Искусство — это взрыв. Бэмс. Хорош. Все. Минус. Так, ну я предлагаю ролиться полностью, потому что, скорее всего, сейчас игра закончится. Так, минерчик у меня есть. Хорошо. Там у чувака 12 хп. Так, что мы сролить можем? Я думаю, световую сферу сролить, потому что она такая себе. Блин, ну рандоме сейчас, для того, чтобы мне упала какая-то дичь, мне кажется, это будет лютая ошибка. Я думаю взять щит 5-го тира. Я его вообще не люблю, этот щит 5-го тира. Но там против меня Кес, и он может сам себя вынести благодаря тому, что у меня будет щит 5-го тира. Я думаю, я сейчас принял верное решение, то, что именно так сделал. Ну, я полностью сролюсь уже, что делать. Джекира идет. О, 3 яйца. Так, думаю, он моего слил. 7000 урона по кезу прошло. Чисто в тайминг. Еще раз, еще раз. Жить. Короче, кто только что не... 726 место. Да. Топ-32. Я буду заходить 10 тысяч лет. Да. Да, не, ну, Дизраптор на самом деле хороший у него. Был бы после 3-го тира, цены бы не было. Был бы у него БКБ сверху, там забей.
4 бога бы докинул и чувствовал бы себя максимально комфортно. Но у меня просто было вообще намного сильнее. Мне нереально фартануло на то, что мне пришли ранние мики, во-первых, а во-вторых, нужные предметы. Вообще по кайфу произошло только что. Просто снес, аннигилировал на дракончика. На самом деле на драконах очень интересно играть. Очень интересно играть. Ну, блин, сложно их реализовать, потому что все зависит от того, какие у вас фигуры, какие у вас предметы. Вот прям они жестко зависимы от этого. Но, ну самое главное еще, чтобы они усиливались, потому что если они будут в одну звезду, то ни хрена вы не сделаете, естественно. Ну, короче, драконы мне нравятся. Прикольная сборочка на драконах. Мне очень нравится играть через сильный прокаст, но этот сильный прокаст, он довольно-таки быстро и легко контрпикается, потому что вы можете спокойно себе собрать условно 4 морских, шарбезны и с омником еще сверху, то там вообще урона не будет от прокаста. Но плюс в том, что от 5 драконов ты, если грамотно там все соберешь, как вот у меня сейчас было, у меня было дохренища контроля, так у меня еще и урона сверху было до хрена. Так что просто кайф. Чисто, знаете, такое визуальное удовольствие идет, такой визуальный оргазм. Блин, что мне добавить еще по поводу этой игры? Да ничего не добавить. Единственное, что скажу, 700 какой-то там, короче, какой-то там 700 у меня место, я реально буду ползти до топ-32. Да. Ладно, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Поэтому пора это уже сделать. На мой телеграм тоже подписываемся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.